Привет, друзья мои! Перед этой съемкой я прошел свою легендарную голодную диету, которая позволила мне так выглядеть. И процент моего жира в организме снизился вплоть до 5%, может быть даже менее. Посмотрите, как я выгляжу в результате всего этого. Сегодня мой вес 88 килограмм. Мои мышцы разделились на волокна, отделились друг от друга. Пошла так называемая сечка мышц многих. Я не знаю, в этом освещении видно или нет. Я не пил диуретики и не сливал воду перед этой съемкой. И в таком состоянии такого истощения подкожно-жировой прослойки я жму лежа в зале 140, мой рабочий вес. И глубокий присед 150. На бицепсе без щитинга поднимаюсь прямым грифом 60-65 килограмм. Это меньше, чем когда я много ем, съедаю в день по 3, по 4, по 5 тысяч калорий. Но выглядишь ты при этом намного лучше. Согласно моей методике, большие веса помогают мне удерживать мышечную массу на такой жесткой сушке. Если бы я делал многоповторку, пампинг, суперсеты, дропсеты, я бы, конечно, посыпался. Или если бы я делал кардио, которое я не делаю вообще, доказывая таким образом, что диета намного эффективнее, чем даже 3-часовое ежедневное кардио. Итак, большие веса в зале помогают мне удерживать мышечную массу, как бы говорю своим мышцам. Мне нужна сила и масса. И не даю им сгорать. Мой организм понимает, что убирать мышечную массу опасно, несмотря на низкую калорийность, потому что идет работа с большими весами. Я в режиме охотника, в режиме динозавра, который голодный, но он на охоте. Ему предстоит сражение со своей добычей, со своей дичью, поэтому мышцы не уходят. Но, как вы понимаете, с большими весами легко травмироваться, даже когда ты не на сушке. В чем же секрет? Большие веса на сушке и без травм. Тщательная разминка, опыт, прислушиваться к своему телу, не делать то, что делается через боль. И, конечно же, частичная амплитуда в некоторых упражнениях снимает риск. Я не получаю травмы, потому что я мышцы сильно не растягиваю, они не могут разорваться. Вот такая вот система. Но как же выдержать такую диету и такую подготовку, спросите вы? Ну, я использую чит-мил и загрузочные дни, чередуя то или другое. И сегодня тема нашего общения: как с помощью чит-милов и чит-дней, загрузочных милов, загрузочных дней получить хотя бы вот такую форму, а не наоборот разжиреть и не сбиться с пути. Что такое чит-мил? В переводе с английского чит — это измена, обман. Мил — это прием пищи. Получается, вы изменяете своему режиму питания. Это обманные приемы пищи. Чит-мил и загрузочные дни необходимы нам по двум причинам. Это психологическая и физиологическая причина. Начнем давайте с физиологии. При соблюдении низкокалорийной или низкоуглеводной диеты, когда мы ограничиваем себя очень сильно, сколько-нибудь существенно сильно себя ограничиваем, уровень выработки лептина, гормона голода или гормона сытости, как его еще называют, существенно снижается в нашем организме. Существует мнение, что если вы хотите как следует просушиться, получить хороший результат, вам необходимо контролировать уровень лептина у себя в крови. Дело в том, что лептин — это один из гормонов, который отвечает за обмен веществ. Чем ниже уровень лептина, тем медленнее вы теряете вес за счет жировых отложений. Наше тело адаптируется и привыкает к любой диете за счет этого, так же как мышцы привыкают к однообразной
в программе тренировки, начинается застой, стагнация, вы все медленнее и меньше получаете результат, который нам так нужен. Именно для этого раз в неделю, раз в 2 недели, а иногда и 2 раза в неделю, в зависимости от ситуации, на свое усмотрение, так как опыт уже большой, я устраиваю cheat meal или загрузочный день. Cheat meal — это, как правило, любое одно высококалорийное блюдо на мое усмотрение. Там кусок пиццы или торта. После такого ударного приема пищи уровень лептина в крови достаточно резко возрастает, и наше тело вновь позитивно реагирует на ту или иную диету. Вы снова начинаете получать скорые результаты, что нам так нужно. Но иногда читмила мне мало. Это не решает моих проблем, так как вопрос не только в выработке лептина. И я устраиваю целый загрузочный день. И скоро я вам объясню, в чем разница между читмилом и читднем и просто загрузочным приемом пищи или даже загрузочными днями. Теперь о психологии. Все знают, как это тяжело и мучительно сидеть на жесткой диете или даже голодать, если калорий совсем мало, вы чувствуете голод. Как тяжело постоянно отказывать себе в любимых продуктах и вообще в продуктах как таковых. Уже даже нелюбимые продукты становятся любимыми, но их все равно нельзя, их уже не дают. Порции все сокращаются и сокращаются. Каждый день, шаг за шагом вперед к поставленной цели. И это нелегко физически, но еще в большей степени это может быть тяжело психологически. Каждая негативная эмоция может отразиться на вашем пищевом поведении. Каждый стресс. В этот период очень тяжело переносится стресс, но с другой стороны жизнь идет своим чередом, и, как правило, никто не подстраивается под вашу ситуацию. Поэтому некоторым людям, подчеркиваю, некоторым, далеко не всем, действительно помогает устроить такой запрещенный прием пищи, съесть что-нибудь, то, что на самом деле на диете есть ни в коем случае нельзя, потому что это блокирует процесс липолиза. Кому-то полезно позволить себе иногда в определенном режиме какой-то запрещенный продукт или запрещенный прием пищи, а кому-то полезно даже сделать целый запретный день. Делается это для того, чтобы получить такое морально-пищевое удовлетворение. Поесть там свои любимые сладкие или жирные блюда, присытиться столь запретными ощущениями, насладиться своими любимыми лакомствами и со спокойной душой, а иногда даже с чувством вины, что в этой ситуации полезно, потому что вы отталкиваетесь от своего чувства вины, чтобы не нарушать диету дольше, если вы правильно мыслите, если вы правильно себя настраиваете. И вы можете пройти дальше, если у вас был такой перерыв в диете, вы можете зайти дальше. Вы сможете продолжать свою диету без бесконтрольных срывов пищи. Идея читмила в том, что это контролируемое нарушение диеты. Значит, оно будет происходить реже. Значит, вы будете сушиться, сжигать жир более стабильно. Главное правило читмила – это чтобы этот читмил не превратился в чит-дэй. А главное правило чит-дня или загрузочного дня, чтобы он не превратился в загрузочную неделю или чит-месяц. И вы в конечном итоге не ожирели, не забросили диету раз и навсегда. Именно по этой причине такая система подходит далеко не всем. Таким людям, которые подвержены срывам, эти самые чит-дни, чит-недели, чит-часы не помогут, наоборот, помешают. Кто не может уже остановить себя, хоть раз почувствовав во рту вкус запретного продукта, ощущение, как это вкусно, этих сладостей, тому вообще нельзя прибегать к таким методикам. Нужно просто день за днем, неделя за неделю держать диету без нарушений, пока не просушишься. Несмотря на снижение уровня лептина, такая система тоже работает, и у меня у самого есть опыт, когда я держал диету по 2-3 месяца и даже более длительный период, но рано или поздно все равно все придет к неконтролируемому срыву. И я понимаю, что лучше все-таки каждому человеку подобрать ту систему, которая работает именно для него. Каждому человеку подходит что-то свое. Одному лучше пойти в ресторан, съесть какой-то небольшой десерт, насладиться каким-то деликатесом. Кому-то вообще достаточно съесть кубик шоколада или выпить чашечку кофе с молоком и сахаром, чтобы он уже перезагрузился. Съесть кусочек сыра размером в 5 копеек и снова можно неделю сидеть на диете.
А кому-то надо есть целый день, съесть абсолютно все, что человек хотел, съесть 10 тысяч калорий. Для кого-то и это работает. Тут также важно, сколько у вас мышечной массы. Если у вас большая мышечная масса, вы столько калорий можете загрузить в мышцы, что вы жировую прослойку не увеличите. А если у вас маленькая мышечная масса, вы съедите много тысяч калорий, и жировая прослойка увеличится, вам придется долго выводить эти килограммы обратно. Я для себя и для каждого своего клиента индивидуально рассчитываю по ситуации, проводить ли вообще этот чит-дэй, чит-мил, что именно есть. Все жестко должно быть распланировано. Если неправильно выбрана стратегия, дела не будет. Если неправильно выбрана стратегия, то вы в результате терпите крушение, и ваша диета не заканчивается рельефом мышц и классным результатом в установленный срок. Но если все рассчитано верно, достигается идеальная форма, а не ожирение в результате бесконечных непрекращающихся читмилов. Основное правило при всевозможных загрузках, читмилах, чит-днях, загрузочных днях, всевозможных играх со своим пищевым поведением для того, чтобы улучшить, а не ухудшить свою форму, для того, чтобы сжечь жир, а не наоборот ожиреть, это то, что, грубо говоря, 80-90% времени вы должны придерживаться все-таки правильной диеты и установленной системой питания. И только 10% от всего времени вы можете позволять себе такие эксперименты. Если наоборот вы 90% времени будете экспериментировать с загрузками и обманными днями, вы обманете сами себя. Давайте посмотрим, что такое загрузка углеводами и чем она отличается от чит-милов. По классике в спорте несколько дней, если спортсмен ограничивает себя в углеводах, то затем, получив большое количество углеводов, он может создать суперкомпенсацию гликогена в мышцах. То есть ваше тело может запасти больше гликогена, больше углеводов, чем обычно. Гликоген — это и есть углевод в наших мышцах. Это то вещество, в которое превращаются углеводы и откладываются в наших мышцах и в печень. Можно даже сказать, запасаются. Нельзя сказать откладываются, запасаются. Потому что эти запасы расходуются очень быстро. Опять-таки, по классике загрузочных дней делаются сложными углеводами, с небольшим добавлением белка, то есть только полезными продуктами. Идея в том, чтобы загрузиться теми продуктами, от которых мышцы раздуются от гликогена, но жировая прослойка не будет увеличиваться. И считается, что более правильно вообще не делать эти чит-милы, чит-дни, не есть пиццу, торт, а грузиться именно рисом, овсянкой, макаронами из твердых сортов пшеницы, и немного добавлять куриную грудку, чтобы поступал немножко и белок для лучшего усвоения углеводов. Но дело в том, что некоторые бодибилдеры, такие как Ли Прист, используют чит-дни или чит-мил в качестве загрузочных дней. Они утверждают, что если они едят некачественную пищу, фастфуд, тортики, пиццы, они загружают и заполняют свои мышцы более эффективно, чем по классике сложными углеводами. То есть тут тоже все подбирается индивидуально. Кто-то не может жить без сладкого, ему необходимо еще и психику перезагрузить. Поэтому грузиться лучше с добавлением простых углеводов и даже жирной еды. А кому-то лучше грузиться простыми углеводами. Точно вам скажу, я пробовал грузиться и так, и так. При всеобщей загрузке, при чит-днях, чит-миле, психологическая перезарядка несравненно выше. И мне потом легче соблюдать диету. Но если я гружусь рисом и курицей, как бы много я ни съел, вес подскакивает намного меньше. И вам потом легче вернуть ваш предыдущий вес. Поэтому нужно подбирать для вас то, что индивидуально лучше для вас. Еще раз подчеркну, что в некоторых случаях человек, поедая именно запретную пищу, жирное, сладкое, убивает в себе желание есть эту запретную еду. Поэтому планово, употребляя некачественные продукты, мы в конечном итоге съедаем их меньше, чем если у нас идут неконтролируемые срывы. Но есть люди, которым эти срывы не грозят. Они сладкое вообще не любят и жирное. Они хотят просто поесть мясо и риса. И вот таким людям я бы рекомендовал скорее загрузочные дни. Вы четко понимать должны разницу между классической загрузкой, сложными углеводами и белками, качественной едой, и современными чит-вариантами, которые так разрекламировал Ли Прист и подобные ему бодибилдеры. Теперь вы знаете, что чит-день — это запрещенная вредная еда, но по плану. А загрузочный день — это скорее
загрузка качественной едой, но калорийность возрастает. Если обычно вы съедали 1000 калорий, при загрузке качественными продуктами вы можете съесть и 3. В чьи дни иногда калорийность подскакивает и до 6, и до 8, и до 10, 12 тысяч калорий за один день. Но такое обычно могут себе без последствий позволить только огромные качки с большой мышечной массой. И, конечно, я думаю, что это не очень полезно для печени и поджелудочной железы, особенно после долгой сушки. Поэтому, опять-таки, все индивидуально. И как же выбрать то, что подойдет именно вам? Ну, тут я могу предложить, собственно, для вас два варианта. Или смотрите мои видео и получая эту информацию, которую я щедро делюсь, идите путем собственных проб и ошибок. Или же воспользуйтесь моими профессиональными услугами, консультациями, тренировками через Skype, WhatsApp или Viber. Тут уже я смогу сэкономить вам много времени, быстро и четко определив, стоит ли вам грузиться или делать читмил и сколько съедать. Но также, естественно, работая с вами, я подберу и программу питания, и программу тренировок оптимальной на этот период. Именно это дает основной результат, а не модные читмилы или загрузочные дни, что лишь дополнение к нашей общей системе питания и тренировок. Вы тоже должны это четко для себя понимать. Если вас заинтересовало, чтобы я лично вам помог, пишите ко мне на почту, адрес почты в описании к видео. Если же вы хотите попробовать самостоятельно, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео на данную тему. И делитесь этим видео на своей страничке в соцсети, чтобы поддержать мой проект, чтобы больше людей избавлялось от жира и получали классные результаты. Пока, друзья, надеюсь, в комментариях вы напишите, что вы думаете об этом видео и что бы вы хотели услышать в следующем видео. Тебе нужен тренер с огромным размером стажа. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели. Из дрыща превратиться в модели. Ты отлично знаешь эту злую весть. Злую весть. Ты отлично знаешь, что надо сбросить вес. А для этого нам надо записаться в зал. Ты же знаешь это, знаешь, что я сказал. Тебе нужен тренер, тебе нужен Точно тренер. нужен. Только он может дать отпор Только твоей он. линии. Перед зеркалом ты плачешь все время. Плачешь. Тебе нужен тренер.